Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос, какие гельминты бывают у собак, какие из них самые опасные и, конечно же, как с ними эффективно бороться. Глисты у собак – это одна из самых важных тем для понимания владельцами собак. Каждый владелец собаки должен знать об их вреде, о том, как от них защищаться, и если уж так случилось, что они появились, как максимально быстро от них избавиться. Почему это так важно знать? Да в первую очередь потому, что заразиться глистами собака может очень легко. Легче, чем насморком. И, наверное, нет такой собаки, у которой хотя бы раз не регистрировались глисты. Единственное, что радует в этой ситуации, так это то, что арсенал препаратов для их уничтожения сейчас очень большой. Хотя даже при этом не все так просто. Давайте рассмотрим все по порядку. Собака может заразиться разными гельминтами, а их достаточно много. Для удобства понимания я их систематизирую на три группы по месту локализации. Итак, первая группа – это гельминты, которые локализируются в кишечнике животных. Они разделяются на два вида – на круглых и плоских гельминтов. Глисты, которые встречаются в кишечнике собаки, это наиболее часто встречающиеся гельминты. И если люди говорят о гельминтах, то они имеют в виду как раз этих глистов, которые живут в кишечнике. И 90% препаратов от глистов действуют именно на них, на кишечных гельминтов. Биология круглых и плоских гельминтов абсолютно разная. Цикл развития круглых глистов или нематод следующий. Самка круглого глиста откладывает в просвет кишечника собаки яйца, которые вместе с калом выделяются наружу. Эти яйца попадают в организм другой собаки при их заглатывании. Поэтому нельзя допускать, чтобы собака обнюхивала, облизывала или тем более поедала кал. Попав в желудок собаки, эти яйца проникают через стенку желудка и попадают в кровь. И потом с током крови переносятся в легкие собаки, а через некоторое время, проходя определенную трансформацию, опять попадают в желудок и потом в кишечник собаки, где впоследствии превращаются во взрослые половозрелые особи, которые могут жить достаточно долго. До тех пор, пока их не уничтожат или препаратом, или не умрут собственной смертью. И все это время такие гельминты выделяют яйца во внешнюю среду. Собака также перезаражается постоянно, если вылизывает себя, особенно место возле ануса. Наиболее распространенные представители круглых глистов у собак – это аскариды и таксокары. Плоские гельминты или цистоды имеют другой, более длинный цикл развития. Эти гельминты состоят из множества члеников, которые являются контейнерами для их яиц. В последних члениках содержатся уже зрелые яйца. Эти последние членики отрываются от тела глиста и, как контейнеры, выделяются вместе с калом наружу. Во внешней среде эти яйца поедают блохи, впоследствии блохи попадают на собаку и потом при заглатывании блох собаками попадают в кишечник, где потом и развиваются в половозрелую особь. Вот почему блохи – это не только зуд, расчесы и аллергия, а это еще и причина появления плоских гельминтов. Раньше выпускались препараты отдельно для уничтожения круглых гельминтов и отдельно препараты для уничтожения плоских гельминтов. При этом обязательно проводились и гельминтологические исследования кала собаки на предмет наличия этих паразитов в организме собаки. Так было по нескольким причинам. Во-первых, не было высокоэффективных препаратов широкого спектра действия, чтобы можно было уничтожать всех гельминтов сразу. А во-вторых, все существующие тогда препараты были достаточно высокотоксичными. И в-третьих, сама процедура диагностики стоила тогда копейки, а во многих случаях и вообще бесплатно. Сейчас ситуация другая. Появилось множество безопасных и нетоксичных препаратов для уничтожения гельминтов. Поэтому, чтобы не морочиться с диагностикой, создали препараты, которые содержат действующие вещества для уничтожения сразу всех видов гельминтов, которые живут в кишечнике собаки. Как вы видите, исходя из биологии гельминтов, вероятность повторного заражения у собак очень высокая. Поэтому, чтобы максимально обезопасить собаку от гельминтов, рекомендуется проводить дегельминтизацию минимум раз в квартал. Если есть подозрение, что еще не прошло 3 месяца, но у собаки есть глисты, то дайте еще таблетку и не заморачивайтесь. Для этого даже не надо идти к ветврачу. Подчеркиваю ваше внимание, что сейчас большинство препаратов от глистов безопасны для здоровья животных и выделяются с организма животного через прямую кишку, то есть вообще не всасываются в кровь собаки.
Диагностику сейчас, как правило, не делают, просто нет смысла. Она сейчас в несколько раз дороже стоит, чем сама дегельминтизация. Проще и быстрее, как говорится, прогнать глистов и не морочиться с диагностикой. Бывает, правда, случаи, когда это надо делать, но это бывает достаточно редко. Я не буду сейчас на этом подробно останавливаться. На мой взгляд, проблема кишечных глистов сейчас это вовсе не проблема. Даже насморк это более серьезно. Здесь самое главное, чтобы у вас были хорошие препараты, и не забывайте о периодичности обработок. Итак, с первой группой гельминтов, которые локализуются в кишечнике собак, мы разобрались. Как видим, ничего сложного и опасного при наличии хороших препаратов здесь нет. Если же не контролировать этот процесс, то это может привести к очень серьезным последствиям. Теперь давайте рассмотрим следующую группу гельминтов собак. Это гельминты, которые локализуются в печени животного. И называются они треmatодозами. К данному заболеванию относится описторхоз. Это очень серьезное заболевание, и заразиться им собака может при поедании сырой речной рыбы. Кстати, данное заболевание очень часто встречается и у людей. Зная статистику данного заболевания, я не ем не то что сырую рыбу, но и жареную тоже. Лечится данное заболевание достаточно сложно. Это под силу только ветеринарному врачу. Но здесь еще очень важно вовремя поставить правильный диагноз. Не буду сейчас детально останавливаться на этом, но еще раз акцентирую ваше внимание, что если кишечными гельминтозами собака может очень легко заразиться, и это заражение очень сложно предупредить, и в этом случае ничего не остается делать, как регулярно проводить обработки. В случае же с описторхозом, несмотря на всю его опасность, его очень просто избежать. Не давайте собаке сырую речную рыбу, и проблем с описторхозом не будет. И о своем здоровье тоже не забывайте. Не ешьте плохо прожаренную речную рыбу и никогда не берите на раскладках сушеную или вяленую речную рыбу. И третий вид гельминтов, которые встречаются у собак, это дирофилярии, которых очень часто называют еще сердечными гельминтами, так как очень часто они локализуются в сердце собаки, хотя они также могут обитать и в других органах и тканях. Дирофилариоз – это опасный вид гельминтозов, который, кстати, очень опасен и для людей. Я в одном из своих последующих выпусков детально остановлюсь на этом заболевании. Сейчас только скажу, что причиной данного заболевания есть укусы комаров. Лечится это заболевание тоже очень тяжело, поэтому если в вашем регионе встречается данное заболевание, позаботьтесь о его профилактике, обрабатывайте собаку препаратами, которые отпугивают комаров. Вот кратко и вся информация о гельминтах, или как их еще называют, глистах. Я постарался максимально сжато дать информацию об основных эндопаразитах собак, но так, чтобы у вас появилось целостное понимание данной проблемы. И самое главное, чтобы вы могли оградить свою собаку от неприятностей. А конкретно по препаратах для борьбы с гельминтозами я вам расскажу тоже в одном из своих последующих видео. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!